Доброе утро, с вами Тори Чан. Даже не верится, но декабрь подходит к концу. У нас в Фукуоке сегодня днем плюс 20, но завтра обещают резкое похолодание и всего плюс 5 градусов днем. Поэтому наслаждаемся последними теплыми деньками и готовимся к зиме. В последнее время мое утро начинается не с приятного морского бриза, а как-то вот так. Каждое утро Аки меня вот так будет, потому что я, видимо, человек для прогулок, а Изами для уборки туалета. А Хару ей активно во всем помогает. Гулять хочешь, Аки? Гулять. Хару у нас не особо любит на улицу идти, поэтому он у нас такой только из дома смотрит. Да? Интроверт? Ты домашний кот, Хару? Хару? Мне здесь хорошо. Каждое утро Аки вот так просится гулять, поэтому мы купили поводок. И теперь... Конечно же, нужно обтереть всю грязь об себя. Я говорила, что хочу завести собаку. Получай Вика кошку, которая не успокоится, пока не обнюхает весь двор и не пожует лимонную траву. Не волнуйтесь, кошкам можно есть лимонную траву, но я ее высаживала не для этого, а для того, чтобы мы могли использовать ее в готовке. Место, где мы сейчас живем, даже зимой смотрится очень живописно. Поэтому, пока не слишком холодно, я люблю проехаться по утрам на велосипеде вдоль моря. Мне кажется, с переездом в Японию мое ощущение температуры изменилось. Летом здесь может быть плюс 38 и очень влажно. Жара стоит до ноября. Зимой же, хоть и минусовая температура бывает довольно редко, за счет высокой влажности пробирает до костей. Из-за такого климата теперь для меня температура ниже плюс 20 ощущается как холод. Я натягиваю свитер и укутываюсь в шарф, в то время как многие из моих зрителей, думаю, еще бы в майках ходили. Запах здесь, конечно, невероятный. Такая приятная смесь запаха моря, соли и сосновых деревьев. Я не знаю, что именно это за вид деревьев, похоже на какой-то вид японской сосны, но ее специально вот так выращивают вдоль моря, чтобы создать природный барьер от сильного ветра и высоких волн. Бывает не очень приятно жить недалеко от моря, особенно зимой. Очень холодный, пронизающий насквозь ветер, но благодаря такому лесу немного легче переносится зима. И вот так вот приятно иногда на велике проехаться вдоль моря и в таком вот лесу. Меня спрашивали, ходят ли японцы за грибами в такие леса. Я не уверена, но мне кажется, нет. Я даже думаю, что, возможно, в Японии нужно разрешение, чтобы идти за грибами, потому что бывает же все-таки опасно, если ты не разбираешься, что это за вид грибов. Поэтому нет, я не слышала, чтобы японцы сами собирали грибы. И здесь также я их ни разу не видела, хотя вот такой вот довольно большой лес, почему-то здесь ничего не растет. Возможно, потому что близко к морю и соль как-то влияет, но да, здесь особо ничего съедобного нет, к сожалению. Но зато здесь вот так приятно. Можно прогуляться, многие люди здесь бегают по утрам, на велике ездят, с собаками гуляют.
кошечек подкармливают, которые здесь бродят. Одно из моих любимых мест, таких вот мест силы. У нас сегодня плюс 16. Даже не верится, что сейчас середина декабря. Все-таки в Фукуоке тепло зимой. Видите эти камни на вершине ворот? Считается, что если закинуть вот так вот камень вот сюда, то это на удачу. Это оказалось труднее, чем я думала. Не получилось. Если будете в Японии, пробуйте тоже закинуть камень на врата. Там, где никого нет, конечно же. Если получится, фотку жду в Инстаграме. Сайгоの晴れてる日がね、こんな感じで掃除をしてます。すごい量だ。もう落ち切ったんじゃない？あー、確かにね。これで最後かもしれない。年末感出してきたね。ね. Это дерево сакуры весной будет очень красиво, но осенью и зимой оно вот так вот полностью опадает. Поэтому у нас весь двор в листьях. Нужно вот так вот убирать. Изуми,何使ってる？まで違う。最近覚えた言葉は？チェプチキ？あ、違う。ジェド式じゃなくてでかいやつ。Грабли? Грабельки? Грабельки? Грабли. В Японии обычно устраивают большую генеральную уборку перед Новым годом. Сортируют вещи и выкидывают ненужное. В этом году мы решили убирать постепенно и понемногу каждый день. Сегодня, пока еще тепло, у нас последний шанс убрать сад и вытряхнуть все одеяла перед стиркой. Как же много у нас кошачьей шерсти. Везде. Ребята, у кого есть кошки, поделитесь секретом, как вы боретесь с шерстью, потому что я сойду с ума скоро. После уборки мы пошли в парк немного погулять, потому что у нас великолепная погода, последний теплый день, плюс 20, и застали вот такой великолепный закат. Такой красивейший и яркий закат – это один из знаков, что завтра будет резкое похолодание. Доброе утро! У нас сегодня очень холодно. Я еле смогла себя заставить вылезти из кровати, потому что такое ощущение, что в доме так же холодно, как и на улице. У нас сегодня идет снег, и на улице плюс 3 градуса. Из-за большой разницы температур у нас вот так вот окна запотели, и коты ходят и облизывают это. Дому, в котором мы сейчас живем, 35 лет, а в японских старых домах
очень плохая теплоизоляция. Поэтому чувствуется прямо холод от окон. Как видите, они однослойные. Дует. И в Японии нет центрального отопления. Отапливаются японцы обычно кондиционерами везде, кроме самого севера, Хоккайдо. Поэтому я думаю, я не смогу одним кондиционером прогреть этот дом, если мы как-то эти окна не заклеим. Сейчас я пришла в магазин товаров «Все для дома», чтобы купить что-то, чем можно заклеить окна. Часто японцы отапливаются вот такими керосиновыми грелками, потому что у многих нет отопления, только кондиционеры, или даже нет кондиционеров совершенно. Но я их не люблю, потому что они пахнут, даже если это современные модели. Но зато они очень быстро согревают комнату. И, конечно же, здесь есть целый отдел с разными пленками, утеплителями окон и так далее. Это все, чтобы заклеивать окна, потому что запотевшие окна и холод от стекол – это проблема многих японцев за счет того, что дома старые. Есть много разных вот таких вот лент, чтобы заклеивать окна. Но оно все, как мне кажется, не очень помогает, если у вас именно алюминиевые ставни, потому что от алюминия холод. Поэтому я вот такую вот штуку куплю. Это что-то вроде пенопласта. И вы этот пенопласт возле окна ставите, вот как здесь, внизу. И оно хорошо помогает от сквозняка, поскольку дует только у нас внизу окон. Ну что ж, я купила эту штуку для утепления окон. Ее нужно вот так вот поставить. И начну с этого окна, потому что оно самое холодное, и оно у дивана, поэтому довольно сильно дует в спину. И даже, как можете заметить, здесь вот так вот оно запотело. Водичка. Реально дует. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему в Японии такая плохая теплоизоляция. Потому что здесь не настолько холодно, и, видимо, это не в приоритете японских фирм. Особенно старые дома, их строили из очень дешевых материалов, поэтому они вот такие вот с плохой теплоизоляцией. К счастью, сейсмоустойчивость у них довольно высокая, потому что это законом в Японии регулируется, чтобы были дома сейсмоустойчивые. Но вот теплоизоляция здесь особо не регулируется. Поэтому вот такие однослойные стекла, конечно, от них мало тепла. О, вот такая вот большая штука для утепления стекол из пенопласта. Иногда мне пишут в комментариях, что проще просто заменить стекла или поставить двойные стекла. Да, в каком-то смысле проще, но поскольку это дом в аренду, мы не можем здесь ничего ремонтировать. Поэтому приходится вот такими вот подручными средствами обходиться. Но когда у нас будет свой дом, там, конечно, можно и стекла менять, и плиту, и так далее. В Японии Рождество празднуют 24 и 25 декабря. Для многих это просто веселый праздник с красивой подсветкой в городе, обменом подарками и вкусной едой, а не что-то религиозное. Часто японские парочки на Рождество ходят в ресторан или устраивают дома праздничный ужин с жареной курочкой и тортом с клубникой. Торт с клубникой, кстати, едят потому, что цвета Рождества – это красный и белый. Вот что у меня получилось. В этом году, если честно, у меня совершенно не было праздничного настроения, но сам себе настроение не создашь, никто не создаст, поэтому я вот так вот немного украсила
наш дом. Елочка жалко маленькая, не сильно выросла с прошлого года. Как видите, я ее вот так вот замотала, потому что наши кошки раскапывают все наши растения. Как видите, вот это несчастное растение уже раскопано наполовину, поэтому пришлось ее вот так вот укутать. Но вроде смотрится не так уж и плохо. Аккуратно. Коты не понимают, зачем вы это сделали. Да? Нам также пришла посылка из Маджируши. Это такой японский магазин с вот такой теплой пижамой, как раз для зимы. Так что переоденусь в это. Вот такая пижама, и это fair look. У нас теперь одинаковый. А такая. Я да. Ну что ж, раз я уже собралась создавать праздничное настроение, то сегодня также хочу сделать рождественские десерты. Я видела в инстаграме делают такие, как пироженки в виде шишек. Хочу сделать похожее, только чтобы это были не пироженки, а шоколадная колбаса внутри или шоколадная картошка. Поэтому посмотрим, получится ли мне сделать похожее что-то. Я очень надеюсь, что я смогу. Давно я не ела шоколадную колбасу, давно ничего не делала похожего, поэтому... Посмотрим. Берем масло 100 грамм. Нет, для начала берем кипяток. Берем кипяток. Я буду готовить все на водяной бане. Так намного проще потом убирать. Берем масло и растапливаем на водяной бане. Очень давно я делала один раз шоколадную колбасу, и Изами был в восторге. Похожего в Японии, конечно же, нет. И шоколадная колбаса это всегда очень вкусно, а домашняя шоколадная колбаса это просто восторг. Добавляем какао. Подробные пропорции в описании видео оставлю потом. Если не забуду, напомните, если я снова забыла в комментариях. Потому что я часто говорю пропорции в видео в описании и забываю добавить. Но я постараюсь не забыть в этот раз. И оставляем нашу шоколадную смесь охлаждаться. Далее не добавила сахар, потому что я буду использовать сегодня вместо сахара сгущенку. Но если вы используете сахар, то нужно добавить его на этом этапе. Мелко измельчаем половину печенья и дробим орехи по вкусу. Я буду использовать фундук и грецкие орехи. В остывший шоколад добавляем наши орехи побольше. Перемешиваем. И добавляем крупные кусочки печенья по вкусу, а также мелкое печенье. И охлаждаем тесто в холодильнике примерно 1 час. А теперь можно формировать наши картошки, точнее шишки. Берем шоколадную смесь. Довольно трудный этап, поэтому если вы не хотите этим заниматься, можно сделать просто обычные картошки. Я пойму. Мечакче унко митайна укаши га декита. そんなことは映えるお菓子作ってたんじゃないの？やばい。まあまあまあ。いえ、これまだ完成じゃないから。もうちょっとバナナみたいにした方がいいんじゃない？もうちょっと海子っぽくした方がいいんじゃない？ Вот такие у меня получились шишечки. Честно скажу, это было совершенно непросто, потому что я решила использовать орехи, и всовывать миндалинки было очень трудно, они ломались, поэтому никому не советую с орехами готовить, но надеюсь, что это хотя бы вкусно. И теперь это нужно полить горячим шоколадом. Я разбавила шоколад с молоком и маслом, чтобы он быстро не застывал.
Если честно, я так устала готовить эти шишки, что сил на ужин уже не осталось. Поэтому сегодня у нас на ужин будет очень простое японское блюдо, которое японцы обычно едят зимой, чтобы согреться. Оден. Оден – это что-то вроде супа, который готовится из рыбных и тофу полуфабрикатов. Поэтому готовить его очень просто, все уже готово. Допустим, вот это тофу с разными овощами внутри. Вот это что-то вроде рыбных палочек. Рыбное мясо, не мясо, как маршмеллоу. Коньяку такая картошка. Жареный тофу. А также я буду использовать дайкон. Все ингредиенты режутся и варятся в рыбном супе. Вот эти мешочки из тофу называются кинчаку, и их вот так вот раскрываем и добавляем любую начинку по вашему вкусу. Я буду использовать сегодня куриное филе, а также сыр. И получается вот такой вот мешочек. Погружаем все ингредиенты в суп и варим. Смотрится, конечно, необычно, но это очень вкусно. 食べますか。待って待って、座んないで。ちょっと。大丈夫。Хару. В последнее время Хару иногда залазит в эти отделки, поэтому нужно проверять перед тем, как садиться. Вау, декита. Ой, не. 最高に美味しい。これは本当か。はい、いただきます。うまい。美味しいでしょ。染みてる。わお、松ぼっくり。そなかなかトゲトゲしいみたいですね。う。超大変だったこれ作るの。武器みたい。これね、入る。いや、中に入らないで。Не. Это одна закрытая шишка, на которую у меня уже сил не хватило. これはもう力がなくなった。これ、泉食べて。うん、意外と複雑な構造だね。そうだね。ただのチョコレートじゃないね。クッキーと。クッキーサクサクして。日本のお菓子になりそう。後ろにブランケットが動いてる。こんなことやってるから踏むんだよね。ドゥルフ。Вот такой у нас сегодня был небольшой влог. Поздравляю всех с наступающим Рождеством и Новым годом. Надеюсь, что вам было интересно это видео. И увидимся в следующем году. Может быть, в этом году тоже увидимся. Но если нет, то в следующем году. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.